Здравствуйте. В соответствии с законодательством родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Но, к сожалению, иногда родители эту обязанность не выполняют. Чаще всего это случается при расторжении брака, когда родитель и чаще всего отец проживает отдельно и не желает принимать участие в финансировании, скажем так, расходов своих детей. И в этом случае приходится обращаться за взысканием алиментов в судебном порядке. Сегодня поговорим о том, как это происходит, то есть в каких размерах и как взыскивается алимент. Итак, алименты взыскиваются в размере на одного ребенка 25%, на двух детей 33%, на трех и более детей в размере 50% всех видов заработка этого родителя. Но если заработная плата родителя очень большая, маленькая, скажем так, то законодатель предусмотрел, что взыскиваемые алименты, их размер, должен составлять не менее 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 75% на двух детей и 100% бюджета прожиточного минимума на трех и более детей. Вместе с тем, может быть, размер алиментов, взыскиваемых с конкретного родителя, и уменьшен в случае, если у него имеются другие дети, которые при взыскании алиментов в определенном законном размере окажутся менее обеспечены, чем тот ребенок, в пользу которого взыскиваются алименты. Либо если родитель является инвалидом первой или второй группы. Что делать, если родитель не получает регулярный заработок? То есть если он является предпринимателем, ведет крестьянское фермерское хозяйство, либо может быть каким-то творческим человеком, например, художником, он может продать за год всего одну картину, да, ее стоимость будет такова, что за этот год он заработает, может, и больше, чем среднестатистический рабочий, но только раз в год. А как быть? Ведь дети всегда хотят есть. В этом случае размер алиментов может быть установлен в какой-то фиксированной сумме, либо в сумме, эквивалентной базовым величинам, установленным в Беларуси, которые будут взыскиваться ежемесячно. И, повторюсь, со всех видов заработка. Если же иногда бывает так, что ребенок вдруг тяжело заболел, либо с рождения является инвалидом, необходимы большие суммы на его лечение, дополнительные какие-то расходы. Можно ли их взыскивать с второго родителя? Да, это возможно. Суд может взыскать какие-то суммы с родителя, обязанного уплачивать алименты, и на это участие в дополнительных необходимых расходах. Алименты взысканы в каком-то определенном размере. Может ли быть изменен размер взыскиваемых алиментов? Да, может быть. В соответствии с статьей 98 Кодекса о браке и семье есть право у родителя, с которого взыскиваются алименты, обратиться в суд и попросить их уменьшения. В какой ситуации? Например, у отца ребенка вторая семья, там у него также имеются дети, и они уже становятся менее обеспеченными, чем ребенок, в пользу которого выплачиваются алименты. Тогда по заявлению такого лица, например, отца, может быть изменен размер взыскиваемых алиментов. В течение какого срока можно обратиться за взысканием алиментов? За взысканием алиментов можно обратиться, в принципе, в любой момент. Это не обязательно делать тогда, когда, например, брак расторгнут, либо тогда, когда, скажем, отец перестал платить алименты. Независимо от срока, который истек с момента получения права на алименты, можно обращаться за их взысканием. Но при этом надо понимать, что взыскиваются алименты лишь на будущее время.
То есть с того момента, когда обратился человек, обратилось лицо для взыскания алиментов в суд. Взыскать за прошлое время алименты, в общем-то, также возможно, закон предусматривает такую возможность, но лишь в том случае, если будет доказано, что ранее принимались какие-то действия по взысканию алиментов, активные действия, но алименты, тем не менее, не были получены. Ну, либо если лицо уклонялось от уплаты этих алиментов. Если этого нет, алименты взыскиваются лишь на будущее время. На этом, пожалуй, все. Кратко о алиментах я вам рассказал. Всего доброго.